Маршенюк Владимир Яковлевич. Земля – это Солнце. Аудиокнига. В этой книге вы узнаете, что такое Вселенная, как и откуда все произошло, что такое Солнце, его содержимое и его будущее, из чего состоят все планеты и как они образовались. Земля – это Солнце. Мое открытие. Да, вы не ослышались, так оно и есть, хотя некоторые, правильнее сказать все, это не понимают до сих пор. Иначе все представления науки, техники, мировоззрений были бы пересмотрены кардинально, и многие затратные проекты отвергнуты и переориентированы совершенно на другие цели. Все при изучении Вселенной пляшут от Большого взрыва и далее строят свои гипотезы. Газовое облако стянулось в точку, а затем она резко расширилась, и произошел взрыв, как все астрономы и утверждают. Вот уж нелепица полнейшая. А откуда взялся этот самый газ? Никакого газового облака не было. Произошло элементарное столкновение двух огромных размеров небесных тел. Энергия столкновения была такой большой, что началась термоядерная реакция, разбросавшая сгустки расплавленной, раскаленной магмы с огромными скоростями от центра столкновения по всей Вселенной. Силу тяготения никто не отменял ни тогда, ни сейчас. Поэтому разлетающиеся большие массы начали притягивать к себе рядом находящиеся более мелкие, которые с прямолинейной траектории начали переходить на эллипсоидные, а позже и на круговые траектории. Вот так и стали образовываться галактики и планетарные системы, одну из которых вы прекрасно знаете – это Солнце и планеты, вращающиеся вокруг него. А вокруг некоторых из них вращаются их спутники, как Луна вокруг Земли. Здесь подразумевается, что вы все уже догадались, а именно то, что все планеты и их спутники, как и само Солнце, сделаны из одного теста. То есть их атомарный состав абсолютно одинаков, а при остывании до твердого состояния, так и по молекулярному составу и по кристаллическим решеткам всех веществ. Все планеты, их спутники, астероиды, болиды, метеориты, звезды, кометы состоят абсолютно из того, из чего и состоит Земля. Посмотрите внимательно под ноги, и вы поймете всю Вселенную. Меньше всего слушайте тех, кому хочется осваивать деньги на проектах по исследованию Марса, Юпитера и даже Луны. Кому хочется на Марс, поезжайте на плато Наска в Перу. Или на любую пустыню на высоте от 3 до 4 километров над уровнем моря. Там грунт точно такой же. Желающим слетать на Луну, поднимитесь на любые молодые горы со скальными необветренными хребтами и плато, а фантазерам об алмазных дождях на Юпитере совет один – обратитесь к лечащему вас врачу. Различие между всеми небесными телами только одно. Это степень их охлаждения, зависящая от их массы и расстояния до ближайших горячих еще соседей по Вселенной. Возьмем, например, Землю. Как всем известно, она состоит из расплавленного ядра и тектонических плит, покрывающих всю поверхность толщиной от 10 до 120 километров. Там, где эти плиты соприкасаются и происходит землетрясение, иногда с выбросом лавы, расплавленного базальта. А сейчас представьте себе шар диаметром в 1 метр, покрытый потресканной керамической оболочкой, толщиной в 1 сантиметр и заполненный изнутри расплавленными камнем, железом, стеклом с температурой выше 1300 градусов. Вот это и есть настоящая модель земного шара. Сейчас вы поняли, на какой пороховой бочке все мы живем. Достаточно одного астероида или болида размером от 100 километров, летящего даже со звуковой скоростью, чтобы при пробитии тектонической плиты произошел гидроудар. То есть давление на магму взорвало бы земной шар изнутри, тектонические плиты разошлись. Начались массовые землетрясения с заливанием лавой окрестностей, а если скорость падающего тела была близка к космическим, тогда все сразу же вспомнили бы судьбу динозавров. На разных планетах нашей и других галактик толщина оболочек зависит от их размеров и температуры на поверхности. Но при всем этом состав и магмы, и оболочек полностью соответствует земным.
Если кто хочет знать, что будет, пусть смотрит на Марс или едет на высокогорную пустыню. А интересующимся, что было на Земле, пока она еще не остыла до настоящего состояния, и как там зарождалась жизнь, вот им надо обратить взор на планету любви, Венеру. Да и всей космонавтике во всем мире должно быть интересно, как все начиналось, по Дарвину или в котле Венеры, где и сейчас варится в ее адском бульоне, возможно, будущая живая клетка. Это будет в 100-500 раз важнее для всего человечества, чем пялиться на желтых и белых карликов и искать в туманностях Андромеды то, что давно уже есть на Земле. Еще раз о составе Вселенной. Мое открытие происхождения Вселенной. Все объекты во Вселенной, включая Солнце, белых и желтых карликов, звезд, комет, астероидов, туманностей, имеют такой же химический состав атомов, что и планета Земля. А после остывания ту же молекулярную формулу, физическое состояние и агрегатное состояние, в зависимости от массы и расстояния до ближайших тел во Вселенной и их температур на тот момент наблюдения. 15 мая 2022 год. Владимир Яковлевич Маршенюк. Наберите в любом поисковике следующие ссылки, приведенные в заставке ролика. Собачка user-мудрый-кабан. Или собачка user-морвот. Латинскими буквами, как на заставке в ролике, и вы попадете на все мои видео и все аудиокниги. Для того, чтобы попасть в магазин моих книг, наберите в любом поисковике Редира книги Маршенюк Владимир. Там вы попадете в мой магазин изданных мною книг, где сможете приобрести понравившиеся вам книги как в электронном виде, так и в печатном виде, с доставкой вам домой по всему земному шару. В этих книгах вы найдете много такого, о чем даже не догадывались, и представить себе не могли, что такое возможно и существует на самом деле.